Всем привет! В этом видео я покажу подборку разных супов на любой вкус. Первым приготовим суп с сырными шариками. Суп необычный и очень вкусный, готовится просто и достаточно быстро. В кастрюлю кладем куриное мясо. Я взяла 2 куриных бедра общим весом 300 грамм. Все заливаем водой. Я наливаю примерно 2,5 литра воды на кастрюлю объемом 4 литра. Все ставим на огонь. После закипания воды варим мясо 20 минут. Куриные бедрышки сварились, вынимаем их из воды на тарелку и оставляем остывать. 300 грамм картошки нарезаем небольшими кусочками. Картошку кладем в бульон. Сюда же насыпаем 4 столовых ложки уже промытого риса. Перемешиваем и варим примерно 10 минут. Готовим сырные шарики. 120 грамм полутвердого сыра трем на мелкой терке. К сыру разбиваем одно яйцо. Добавляем 30 грамм сливочного масла комнатной температуры. Все немного перемешиваем. Сюда же насыпаем примерно 3-4 столовых ложки муки. Опять перемешиваем сначала ложкой, а затем руками. Из приготовленного теста скатываем маленькие шарики. Шарики катайте небольшого размера, так как потом они в супе увеличатся в размере. Одну луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь трем на мелкой терке. В сковороду наливаем немного растительного масла. Кладем лук и пассируем примерно 2 минуты на среднем огне. Сюда же добавляем тертую морковь. Перемешиваем и готовим еще 2 минуты. Снимаем с огня. Вареное мясо уже остыло, отделяем его от кости. Нарезаем мясо небольшими кусочками. Рис с картошкой уже почти готовы. Добавляем в суп сырные шарики. Перемешиваем. Сразу же насыпаем нарезанное мясо. Кладем лавровый лист. Суп солим примерно половиной столовой ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Сюда же кладем пассерованные овощи. Все перемешиваем. Варим суп примерно 3 минуты, пока не всплывут сырные шарики. Суп должен еще раз закипеть. Измельчаем укроп. Добавляем зелень в суп. Вместо укропа можно добавить петрушку и зеленый лук. Суп готов, снимаем его с огня. Приготовленный суп разливаем по тарелкам и подаем на стол. Суп с сырными шариками получился ароматным и необычайно вкусным. Готовится просто и быстро. Такой суп понравится всем и взрослым, и детям. Обязательно его приготовьте и порадуйте своих близких. Вторым приготовим быстрый томатный суп с курицей. Суп по этому рецепту получается наваристым и очень вкусным. Это идеальный вариант обеда в холодное время года. В кастрюлю наливаем 3 литра воды. Кладем 2 окорочка, 1 морковь и 1 луковицу. Кастрюлю ставим на огонь и накрываем крышкой. После закипания снимаем пену и уменьшаем огонь так, чтобы немного булькало. Варим примерно 30-35 минут. Вареные окорочка и морковку с луком вынимаем из кастрюли. Овощи уже нам не понадобятся, а окорочкам даем остыть. 300 грамм очищенной картошки нарезаем небольшими кусочками.
В бульон кладем подготовленный картофель и 100 грамм хорошо промытого риса. Варим примерно 15 минут до готовности картофеля и риса. Приготовим заправку для супа. 1 луковицу нарезаем кубиками. 1 морковь трем на крупной терке. На сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем лук и обжариваем до золотистости. Затем к нему кладем тертую морковь. Все пассируем примерно 2-3 минуты. Сюда же добавляем 70 грамм томатной пасты и немного воды. Вместо томатной пасты можно добавить консервированные или свежие перекрученные томаты. Готовим еще пару минут и снимаем с огня. С остывших окорочков снимаем кожу и отделяем мясо от кости. Мясо нарезаем на более мелкие куски. Подготовленное мясо кладем в кастрюлю к практически сварившемуся картофелю и рису. Суп солим примерно половину столовой ложки соли и перемешиваем. Сюда же кладем 1 лавровый лист, насыпаем 3 чайные ложки молотой сладкой паприки и перчим по вкусу. Все перемешиваем. Варим еще примерно 1-2 минуты, а затем кладем в суп приготовленную заправку и 1 столовую ложку аджики. Перемешиваем и даем супу закипеть. В самом конце кладем зелень. Я добавила столовую ложку замороженного укропа. Вынимаем лавровый лист и подаем на стол. Томатный суп с курицей и рисом получился очень вкусным и наваристым. Готовится он легко и быстро. Это отличная возможность побаловать себя и семью вкусным и ароматным блюдом. Третьим приготовим быстрый и очень вкусный суп, который сможет приготовить каждый, даже начинающий кулинар. В 3-литровую кастрюлю наливаем 2 литра воды и ставим на огонь. 500 грамм картофеля нарезаем небольшими кубиками. Подготовленную картошку кладем в воду. После закипания воды варим картофель примерно 10 минут. 1 луковицу нарезаем кубиками. В сковороду наливаем растительное масло. Кладем нарезанный лук. Пассируем 1-2 минуты. 1 морковь трем на мелкой терке. К луку добавляем тертую морковь. Перемешиваем и готовим еще 2 минуты. Сюда же к овощам добавляем 500 грамм фарша. Я использую говяжий фарш, но можно взять и любой другой, например, свиной или куриный. Все перемешиваем. Готовим фарш с овощами примерно 3-5 минут, пока не изменится цвет фарша. Подготовленный фарш с овощами добавляем в кастрюлю с картошкой. Два плавленных сырка нарезаем кубиками. Сыр кладем в суп. Перемешиваем, чтобы он растворился. Добавляем 1 лавровый лист. Все солим примерно половиной столовой ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Когда все закипит, добавляем в суп любую зелень. Я добавила замороженный укроп. Суп готов, можно снимать с огня. Суп с фаршем и овощами получился очень вкусным и ароматным. Готовится быстро и совсем не сложно. Такой суп прекрасно выручит, когда нет времени долго готовить. Следующим приготовим куриный суп со сметанной заправкой. Он ароматный, а сметанная заправка придает этому первому блюду приятный сливочный вкус.
Берем 2 куриных окорочка и кладем их в 4-литровую кастрюлю. Предварительно с окорочков нужно снять шкуру и помыть. Сразу же кладем 5-6 горошин черного перца и 1 лавровый лист. Наливаем примерно 2,5-3 литра воды. Все ставим на огонь и варим окорочка после закипания примерно 30 минут. Пока варится мясо, подготовим остальные ингредиенты. Примерно 400 грамм картошки нарезаем кубиками. Берем 1 сладкий перец и вырезаем семенную коробочку. Перец сначала нарезаем вдоль на полоски, а затем полоски режем брусочками. 1 луковицу нарезаем небольшими кубиками. 1 морковь трем на мелкой терке. Пучок петрушки измельчаем ножом. На горячую сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем подготовленный лук. Когда лук подзолотится, добавляем к нему тертую морковь. Пассируем еще примерно 1-2 минуты и добавляем нарезанный перец. Готовим еще 1-2 минуты, постоянно перемешивая, и снимаем с огня. Прошло полчаса, окорочка уже сварились. Вынимаем их из кастрюли и оставляем остывать. Из бульона вынимаем лавровый лист, перец и убираем образовавшуюся пену. В бульон кладем подготовленный картофель. Варим его 5 минут на маленьком огне. Спустя 5 минут добавляем 60 грамм вермишели из твердых сортов пшеницы. Перемешиваем и варим еще 5 минут. Куриное мясо за это время немного остыло, снимаем его с костей. Куски мяса разрезаем на более мелкие кусочки. Подготовленное мясо кладем обратно в кастрюлю. Сюда же добавляем овощную пассировку. Все перемешиваем. Пока суп закипает, готовим сметанную заправку. Берем 100 грамм сметаны, я использую 20% сметану. Добавляем в нее 1 желток и насыпаем 10 грамм муки. Все перемешиваем до однородности. Муку нужно добавлять обязательно, без нее сметана расслоится в супе. Сюда же в заправку наливаем 1 половник бульона из кастрюли. Все быстро перемешиваем. Приготовленную заправку выливаем в суп и перемешиваем. Когда суп после добавления заправки закипит, насыпаем в него подготовленную петрушку или укроп. Солим примерно половиной столовой ложки соли и перчим черным молотым перцем. Когда суп закипит, снимаем его с огня. Суп готов, можно подавать на стол. Куриный суп со сметанной заправкой получился очень вкусный, ароматный и сытный. Овощи и зелень передают супу яркие краски, а вермишель, картофель и мясо делают его наваристым. Сметанная заправка придает этому блюду нежный сливочный вкус и цвет. Обязательно его приготовьте. Пятым приготовим рыбный суп с вермишелью. Суп легкий и в то же время сытный. Он согреет в холодную погоду и порадует изумительным вкусом и ароматом. В кастрюлю объемом 4 литра кладем полкилограмма хека, уже очищенного от чешуи и внутренностей, и 300 грамм красной рыбы. У меня размороженные кусочки красной рыбы, но также можно использовать целую рыбу. В кастрюлю наливаем примерно 3 литра воды. Все ставим на огонь. Когда вода закипит, снимаем образовавшуюся пену. Варим рыбу 15 минут. Пока варится рыба, подготовим остальные ингредиенты. 300 грамм очищенного картофеля нарезаем небольшими кусочками. 1 луковицу нарезаем кубиками. 1 морковь нарезаем небольшими брусочками. На разогретую сковороду с растительным маслом кладем нарезанный лук. Пассируем до золотистости. Лук немного подзолотился, добавляем подготовленную морковь. Пассируем на небольшом огне до мягкости морковки. Овощи готовы, снимаем их с огня. Рыба уже сварилась, вынимаем ее из бульона и оставляем остывать. В кастрюлю кладем нарезанный картофель и варим его примерно 10 минут.
Прошло 10 минут. Добавляем 80 грамм мелкой лапши из твердых сортов пшеницы. И варим еще 5 минут. Рыба уже немного остыла, убираем кости и плавники. Мясо разбираем на более мелкие кусочки. Измельчаем небольшой пучок укропа. Выдавливаем сок из половины лимона. Подготовленное рыбное филе кладем обратно в суп. Добавляем пассерованные овощи. Кладем лавровый лист и солим примерно половиной столовой ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Когда суп закипит, добавляем нарезанный укроп. И наливаем сок половины лимона, процеживая его через сито. Все перемешиваем. Как только суп закипит, снимаем его с огня. Суп готов, можно подавать на стол. Рыбный суп с вермишелью получился очень вкусным, ароматным и сытным. Готовится несложно и достаточно быстро. Такой суп понравится всей семье. Шестым приготовим грибной суп-пюре. Если вам надоели уже обычные супы, то обязательно приготовьте такой легкий и ароматный грибной суп. Готовится он очень просто и быстро. Сначала подготовим ингредиенты. Одну луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь сначала разрезаем вдоль на 4 части, а затем нарезаем четверть кружочками. 400 грамм уже очищенного картофеля нарезаем небольшими кусочками. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистости. К подзолотившемуся луку добавляем подготовленную морковь. Пассируем еще несколько минут до мягкости морковки. Приготовленную пассировку перекладываем в 4-литровую кастрюлю, в которой будем варить суп. Сюда же кладем нарезанный картофель. Все заливаем 1,5 литрами воды или бульона. Все ставим на огонь и варим после закипания на маленьком огне около 20 минут, до готовности овощей. Пока варятся овощи, подготовим грибы. 300 грамм промытых шампиньонов нарезаем небольшими кубиками. Нарезанные грибы кладем на сухую раскаленную сковороду. Жарим грибы на самом большом огне до испарения всей жидкости. Овощи уже сварились. Снимаем их с огня и пюрируем погружным блендером. Кастрюлю опять ставим на огонь. В пюре кладем подготовленные грибы. Сюда же наливаем 150 мл сливок жирностью 10%. Все солим примерно половиной столовой ложки соли. Кладем лавровый лист и насыпаем пол чайной ложки молотой сладкой паприки и щепотку молотого мускатного ореха, черный молотый перец по вкусу. Все перемешиваем. Суп доводим до кипения и кипятим на маленьком огне еще 1-2 минуты. Готовый суп снимаем с огня. При подаче суп посыпаем зеленью. Я посыпала зеленым луком. Суп можно подавать с хлебом или сухариками. Грибной суп получился очень вкусным и ароматным. Приготовить его не составит особого труда. Обязательно приготовьте такой суп, порадуйте своих родных и близких. Следующим приготовим очень вкусный суп с плавленным сыром. Этот рецепт отлично подойдет, когда нет времени на готовку. Приготовление максимально простое и быстрое. Одну луковицу нарезаем кубиками. Берем 3-литровую кастрюлю и ставим ее на огонь. На дно наливаем растительное масло. Кладем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистости, периодически перемешивая. Одну морковь трем на мелкой терке. Лук немного подзолотился, кладем тертую морковь.
Перемешиваем и готовим еще примерно 1-2 минуты. 3-4 картошки нарезаем кубиками. Всего для супа понадобится 400 грамм картофеля. Сюда же в кастрюлю к пассерованным овощам кладем нарезанный картофель. Наливаем 2 литра воды. Все перемешиваем и варим овощи после закипания воды на небольшом огне примерно 10 минут. Пока варится картофель, 2 плавленых сырка нарезаем кубиками. Всего понадобится 150 грамм сыра. Картофель сварился. Добавляем в суп плавленый сыр. Все перемешиваем до полного растворения сыра. Для супа желательно выбрать качественный сыр, чтобы он растворялся, а не остался комочками. В конце варки в суп добавляем 50 грамм вермишели из твердых сортов пшеницы. Перемешиваем. В суп кладем 1 лавровый лист. Солим примерно половиной столовой ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. После добавления вермишели и специй ждем, пока суп закипит. Пучок петрушки измельчаем ножом. Подготовленную петрушку добавляем в суп в самом конце. Все перемешиваем и снимаем с огня. Для такого супа отлично подходят сухарики. 2 ломтика хлеба нарезаем кубиками. Подготовленный хлеб кладем на сковороду. Обжариваем сухарики до золотистого цвета, периодически перемешивая. Сухарики готовы. Суп наливаем в тарелку. Главным ингредиентом являются плавленые сырки, которые придают ему кремовую консистенцию и насыщенный вкус. Овощи придают супу более насыщенный вкус и обогащают его питательными веществами. Этот суп сочетает в себе бархатистую нежность плавленного сыра с хрустящими сухариками. По желанию такой суп можно приготовить без добавления вермишели. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно, быстро и просто. Восьмым приготовим быстрый и вкусный суп всего за 30 минут. Рецепт очень простой, а все ингредиенты готовятся в одной кастрюле, что делает процесс удобным и быстрым. Нарезаем небольшими кусками свиную грудинку. Ее понадобится примерно 200-300 грамм. Вместо грудинки можно использовать любое готовое мясо или колбасу. В кастрюлю, в которой будем варить суп, наливаем растительное масло. Кладем нарезанную грудинку. Немного ее обжариваем. Это придаст мясу дополнительный вкус. Одну луковицу нарезаем кубиками. Лук добавляем в кастрюлю. Перемешиваем и еще немного обжариваем с грудинкой. Одну морковь трем на крупной терке. Ее тоже добавляем в кастрюлю. Обжариваем 1-2 минуты. Сюда же выдавливаем 2-3 зубчика чеснока через пресс.
Опять перемешиваем, продолжая процесс приготовления. Насыпаем 1 чайную ложку хмели сунели, 1 чайную ложку молотой сладкой паприки и добавляем 2 столовых ложки томатной пасты. Все перемешиваем и немного обжариваем, чтобы раскрылся вкус приправ. В кастрюлю наливаем примерно 2 литра кипятка. Вода обязательно должна быть горячая, чтобы не прерывать процесс приготовления. Перемешиваем. Одну картофелину трем на терке для пюре или на самой мелкой терке. Добавляем ее в кастрюлю. Тертый картофель сделает суп более густым и наваристым. Остальные 400 грамм картошки нарезаем небольшими кусочками. Картофель тоже кладем в кастрюлю. Примерно 200 грамм капусты мелко шинкуем ножом. Капусту еще немного измельчаем, чтобы она быстрее приготовилась. Капусту солим и обминаем руками. Добавляем в суп. На этом этапе смотрим на консистенцию супа. Если хотите приготовить более жидкий суп, то налейте еще больше горячей воды. Варим суп примерно 10-15 минут до готовности картофеля. В конце приготовления все солим примерно половиной столовой ложки соли. Добавляем 2 лавровых листа и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Нарезаем пучок петрушки. Зелень добавляем в суп в самом конце приготовления. Все перемешиваем и снимаем с огня. Суп готов. Разливаем его по тарелкам и сразу подаем на стол, пока он горячий и ароматный. Суп получился очень вкусным, насыщенным и наваристым. Благодаря картофелю он приобретает приятную густоту, а специи и другие ингредиенты делают вкус богатым и сбалансированным. Готовится он максимально просто и быстро, так что справится даже начинающий кулинар. Обязательно попробуйте приготовить этот суп. Он точно вам понравится и станет одним из любимых блюд в вашем меню. Приятного аппетита! Следующим блюдом приготовим вкусный летний суп из цветной капусты. Такой суп сможет приготовить каждый, так как он совсем несложный в приготовлении. В кастрюлю наливаем примерно 3 литра воды и ставим на огонь. Пока закипает вода, подготовим остальные ингредиенты. Берем 250 грамм фарша, солим его по вкусу и перчим черным молотым перцем. Все хорошо перемешиваем. Из подготовленного фарша формируем небольшие фрикадельки. Я использую свиной фарш, но также можно взять и любой другой. Небольшой качан цветной капусты разрезаем на соцветия. Нам понадобится примерно 250 грамм цветной капусты. Большие соцветия разрезаем еще на меньшие кусочки. 250 грамм картофеля нарезаем небольшими кубиками. В кипящую воду аккуратно кладем подготовленные фрикадельки. Когда вода опять закипит, в кастрюлю кладем подготовленную цветную капусту. Сразу же кидаем нарезанный картофель. Овощи варим примерно 10 минут. Прошло 10 минут. В суп насыпаем 2 столовые ложки промытого риса и варим еще 10 минут на самом маленьком огне. Пока варится суп, подготовим пассировку. Одну луковицу нарезаем небольшими кубиками. Одну морковь нарезаем кружочками. По желанию морковь можно натереть на терке. На разогретую сковороду с растительным маслом кладем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистости. Сюда же насыпаем нарезанную морковь. Пассируем еще 2-3 минуты. Суп уже сварился. Кладем в него 1 лавровый лист.
Солим примерно половиной столовой ложки соли и перчим черным молотым перцем. Сюда же добавляем пассерованные овощи. Все перемешиваем. Нарезаем пучок петрушки и кладем в суп. Даем супу закипеть и снимаем с огня. Суп готов, можно подавать на стол. Суп из цветной капусты получился по-летнему ароматным и свежим. Готовится просто и всегда получается очень вкусным. Также такой суп можно приготовить из замороженной цветной капусты. И последним приготовим вкусный суп с зеленым горошком и плавленным сыром. Готовится он несложно, а в результате у вас получится замечательное и ароматное первое блюдо. Сначала нужно сварить бульон. Берем примерно полкилограмма свиных ребрышек, кладем их в 4-литровую кастрюлю и заливаем водой так, чтобы она покрыла ребрышки. Все ставим на плиту и доводим до кипения. Как только вода закипела, снимаем кастрюлю с огня. Воду выливаем, а ребрышки и кастрюлю моем от свернувшегося белка. Ребрышки опять кладем в кастрюлю, наливаем примерно 2,5 литра воды и ставим на огонь. Варим бульон после закипания на маленьком огне примерно 40 минут. Пока варится бульон, подготовим остальные ингредиенты. 200 грамм картофеля нарезаем небольшими кубиками. Одну морковь трем на мелкой терке. Одну луковицу режем маленькими кубиками. 2 плавленых сырка общим весом 200 грамм нарезаем небольшими кубиками, или можно потереть его на терке. Мелко нарезаем небольшой пучок укропа. Готовим пассеровку для супа. На сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем нарезанный лук до золотистого цвета. К луку добавляем тертую морковь и еще пассируем примерно 2-3 минуты. Уже сварившиеся ребрышки достаем из бульона и даем им остыть. Отделяем мясо от кости и нарезаем его на более мелкие кусочки. В кастрюлю с кипящим бульоном кладем нарезанный картофель и сразу же кладем 2 столовые ложки хорошо промытого риса. Варим примерно 15 минут. Через 15 минут, когда картофель с рисом практически сварились, в кастрюлю кладем уже подготовленное мясо и 100 грамм замороженного зеленого горошка. Перемешиваем и даем закипеть супу. В уже закипевший суп добавляем нарезанный плавленый сыр. Сыр нужно брать качественный, без растительных жиров, так как сыр плохого качества может не раствориться в супе. Варим суп на небольшом огне примерно 5 минут. Периодически перемешиваем, чтобы растворился сыр. В суп кладем лавровый лист. Солим примерно половиной столовой ложки соли. И перчим по вкусу. В самом конце варки добавляем овощную пассеровку и нарезанный укроп или петрушку. Суп готов, можно подавать на стол. Суп с зеленым горошком и плавленными сырками получился очень вкусным, ароматным и сытным. Готовить его одно удовольствие, так как это очень просто и легко. Обязательно приготовьте такой суп, разнообразьте свое каждодневное меню.